Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть», хочу вас поблагодарить за поддержку. Нас уже на канале 39 тысяч подписчиков. Давайте удвоим это количество. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, скидывайте ролик, публикуйте его на своих страницах соцсетей. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на телеграм-канал. Гораздо больше новостей в режиме онлайн. Подробно. То, что не входит в ролики, можете следить за новостями онлайн там. Ну и, конечно же, более подробно вся информация, которую я говорю в роликах, в телеграм-канале, в эфирах центрального телевидения и на других площадках, все изложено системно в новой книге «Китайская власть». Работа очень большая, 700 страниц почти. Без ложной скромности надо сказать, что аналогов нету по степени глубины исследования, системности исследования Китая. Как правило, Китай крайне бессистемно изучается. Нету аналогов ни на Западе, ни в Китае, ни в Гонконге, ни тем более в России. То есть книга анализирует все властные группировки, которые находятся у власти, противоборство между условно армейской группировкой лояльной России Си Цзиньпина с проамериканским комсомолом, другие группировки, возрастающие группировки, прогноз на ближайшие 15 лет, история группировок и государственных ведомств, Конституции, Устава КПК Комсомола, тоже на 100 лет назад. Все это проанализировано в сочетании с экономикой, с экономическими интересами, энергетическим сектором и так далее, российско-китайскими отношениями. То есть беспрецедентная, уникальная работа, все изложено там. Можно заказать по ссылке в описании канала. Ну, а теперь по вашим многочисленным на самом деле просьбам, давайте порассуждаем о том, что может произойти с Россией, какое влияние может оказать тайваньская операция, которую может начать Китай. То, что она может начаться, об этом я говорил еще более года назад. То, что почему я такие выводы сделал. А выводы сделал я такие из-за того, что локдауны носили очень сильный политический характер и вскрыли очень мощное противоборство между проамериканской группировкой и суверенной армейской группировкой Си Цзиньпина. То есть локдауны, действия комсомольской группы по дестабилизации социально-экономической ситуации в КНР, они вскрыли то, что между группами нет компромисса, идет бескомпромиссная борьба на взаимное уничтожение. То есть вот это вот показатель, он дал понимание, то, что Си Цзиньпин, в принципе, не только идет на третий, возможно, 4-й срок, но и будет проводить в том числе экспансию, причем уверенно, последовательно, системно, и с возвращением в лоно Родины острова Тайвань, 34-й провинции КНР. Вот это все дало основание полагать еще год назад об этом. Сейчас уже несколько месяцев открыто говорят о этой операции официальные лица Соединенных Штатов. То есть это уже мейнстрим, говорить о китайско-тайваньской войне, а на самом деле просто по возвращению Тайваня по образцу Крыма в состав КНР. Вот о чем, в принципе, говорится. В одном отдельном ролике, пару роликов назад мы говорили об этом. Почему есть факторы по возвращению Тайваня глобальные и тактические. Но, соответственно, глава командования, Индо-Тихоокеанского командования США, адмирал Филипп Дэвидсон, вот он заявил в Сенате о том, что возвращение произойдет в течение 6 лет. Откуда взялась эта дата? Очень много спекуляций. Сегодня вышла в достаточно таком солидном издании японском Asahi Shimbun, утренняя газета, утренние новости. Попытка проанализировать, почему это произойдет. И оказывается, в частности, 1 год оставшийся к 2-го срока правления Си Цзиньпина и 3-й срок Си Цзиньпина. То есть всего 1 + 5, 6 лет. Вот попытка такая проанализировать, значит, заявление главы командования индотихоокеанских войск в США, которые основываются на каких-то аналитических выкладках американцев. Ну, мы все знаем цену этим выкладкам, поэтому говорит это только об одном, что в США приняли это и считают это возможным. Но, опять же, думать о том, что это произойдет в ближайшие 6 лет, это, ну, скажем так, можно бы подвергнуть этому сомнению. Это может произойти в течение этого года, в течение ближайших, даже, может быть, 2-3 лет. Почему? И не только почему, а по каким факторам. То есть первый
Вообще таких факторов всего два глобальных. Китай на это готов будет пойти только в очень серьезном случае. И это для Китая будет означать вообще полный разрыв с Западом, временный, достаточно долгий. И Китай готов будет на это пойти только в случае, если внешняя геополитическая ситуация будет подвергнута очередному шоку, подобному пандемии. Такой шок возможен. Главный фактор – это очень нестабильная ситуация на фондовом рынке. Трейдеры со мной поспорят. Сейчас идет такой хороший бычий тренд на повышение. Все покупают акции, все верят в успех. Сколько этот тренд продлится, неизвестно, потому что деньгами американскую экономику продолжают заливать. После транша 2 триллионов, говорят уже о транше в 3 триллиона и так далее. Но, тем не менее, фондовые рынки, они переоценены, они залиты ликвидностью, пузыри на фондовом рынке надуты колоссальные. И эта ситуация уже была в Соединенных Штатах, кризис фондовых рынков доткомов, то есть технологических компаний в 2000 году. Сразу же за ним последовали военные операции, соответственно, в Афганистане, а потом в Ираке. То есть, когда обвал произошел, событие 11 сентября 2001 года, такая причинно-следственная связь существует. То есть, обвал фондовых рынков, нестабильность экономики США зачастую объясняется внешними угрозами, и усиление режима безопасности тоже объясняется внешними угрозами. То есть, в частности, теракт 11 сентября был повешен на Усама бен Ладена, который от него открещивался в первые дни, но, в принципе, это уже ему не помогло. И началась в том числе операция в Афганистане. Вот это первый глобальный фактор, который будет способствовать нестабильности в мире. И, соответственно, эта нестабильность, ей, возможно, она станет как спусковой крючок. Она же отразится и на Японии, и на Южной Корее, и на всех американских союзниках. Она может быть сыграть главным фактором, одним из основных в решении Китая начать эту операцию. Потому что за этой нестабильностью последует и нестабильность Китая, и, соответственно, социально-экономическая нестабильность Китая требует некой подпитки общественного мнения, его консолидации на борьбе с внешним врагом. И сценарий Крымской войны, крымский опыт показывает, что это очень действенная таблетка патриотизма. Второй мощный фактор, который действует либо до этого фактора, либо одновременно, это внутриполитическая ситуация в Китае. Если Си Цзиньпин поймет, что внутриполитическая ситуация ухудшается, комсомольская оппозиция, а мы видим по очень таким публичным и непубличным действиям власти китайской, что эта борьба уж усугубляется, она обостряется. Если Си Цзиньпин пойдет на радикальный сценарий отстранения от власти потенциального преемника от комсомола Ху Чуньхуа, об этом уже этот законопроект, который позволяет реорганизовать постоянный комитет ВСНП, это парламент китайский, и позволить ему, соответственно, отстранять во время своих регулярных сессий вице-премьеров, если этот закон пройдет, соответственно, на очередном заседании парламента в марте, в апреле, в мае, то, соответственно, оппозиция будет полностью отстранена, преемник будет удален и заменены часть, соответственно, лидеров Госсовета, правительства Китая, возможно, даже премьер. Если такая радикализация произойдет по тем или иным причинам, то же самое, значит, оппозиции будет нечем ответить на этот радикальный сценарий. Их действия перейдут из законного формата в незаконный, соответственно, будет расшатываться внутренняя ситуация в стране, будет ставка на молодежное движение, профсоюзное движение, альтернативные профсоюзы и так далее. Ставка на это будет сделана, и тогда, чтобы, соответственно, эту ситуацию предотвратить, недовольство населения, которое, кстати, может быть совмещено вместе с внешними факторами, то есть внутренние и внешние факторы могут действовать одновременно, либо последовательно, один за другим, первый за вторым, либо второй за первым. Так вот, в рамках этой ситуации, конечно, сценарий Тайваньской войны, он становится более реальным. Ну, а если говорить вернуться к последствиям этой военной операции, то трудно, конечно, их переоценить. Действительно, геополитическая ситуация во всем мире поменяется полностью. И, конечно, для китайской экономики это будет определенный шок. Но опыт крымского сценария показывает, что даже в период острых санкций, падение цены на нефть и девальвации рубля, что было очень большим шоком для российской экономики, крымская операция, она не закончилась коллапсом России
Россия стоит, Россия продолжает развиваться. И для китайского руководства это было очень серьезная пища для размышлений и в том числе фактор, который говорит в пользу того, что Китай выдержит совокупное давление обстоятельств, которые возникнут после тайваньской операции. И как я уже во своих разных роликах говорил, Китай создал глобальную систему экономики, которая ориентирована на Китай, в том числе промышленные, торговые связи, инвестиционные, свой аналог западных бирж, фондового рынка, и просто ждет того часа, когда эту торговлю можно просто переключить в случае обострения геополитической ситуации на юане. И один пояс, один путь – это вот одна из таких достаточно многочисленных систем, которые имеет Китай для того, чтобы справиться с кризисом, который возникнет после тайваньской операции. Конечно, самое главное, что произойдет после тайваньской операции, это даже не военное воздействие на Китай, что вряд ли в открытую кто-то решится воевать с ядерной державой. Война будет гибридная, вести силами китайской гибридной армии, так называемых гибридных рыбаков, десятки, возможно, сотни тысяч резервистов при поддержке береговой охраны, которая подчинена вооруженная народная полиция, а та в соответствии, в свою очередь, подчинена Верховному главнокомандующему, является частью вооруженных сил с 2018 года. Войной прямой не будет, будет гибридная война, но экономические воздействия будут очень серьезные. В первую очередь это технологические санкции и санкции персональные в отношении высшего руководства Китая. То есть эти санкции технологические, они заставят Китай в очень спешном порядке искать замену полупроводникам, которые используются везде, в любых электронных устройствах, от чайника, заканчивая ракетой высокоточной, спутником и так далее. То есть здесь очевидно, что ключевыми играют роль позиции Японии, Южной Кореи и непосредственно возможность Китая самому контролировать те производства полупроводников, которые находятся на Тайване в случае его освобождения. Очевидно, что эти производства, если операция случится, не окажутся сразу же в руках китайской армии, будет определенный сбой в поставках, сбой в промышленности, и вот в этом во всем ключевую роль имеет позиция Южной Кореи. Дело в том, что Корея наиболее хрупкий элемент антикитайской конструкции, и именно с этим связана очень большая интенсивность переговоров сейчас с руководством Китая, в частности, министр иностранных дел Ван Йи с коллегами из южнокорейского ведомства. Южная Корея наиболее подвержена опасностям этого конфликта в Восточно-Китайском море, потому что и Северная Корея, эскалация конфликта может привести к войне, и Южная Корея пытается пройти между двух огней, между США и Китаем, и, скорее всего, Китай, которого стратегия, в частности, Си Цзиньпина подразумевает объединение Кореи, возможно, сдачу позиций Китая в Северной Корее с целью достижения нейтрального статуса Объединенной Кореи, не американская, не китайская. И вот позиция Кореи очень важна в поставках полупроводников, которые лишается Китая в случае войны. И здесь, конечно, все средства хороши, Китай будет привлекать за любые деньги все аналоги, и даже не стоит улыбаться, и российские, и европейские, и так далее. Все пойдет в дело, лишь бы производство не остановилось. Сама программа китайская по созданию полупроводниковой промышленности активно стала, я бы сказал, спешно развиваться в последние годы. Зависимость почти 100%, об этом я очень много писал. В книге об этом написано как одна из таких проблемных моментов, самых крупных проблем Китая. Так вот, на это потребуется несколько лет, и, в принципе, такой шок в несколько лет Китай сможет пережить. То есть вот сейчас есть понимание, что шок этот Китай переживет. Точно так же, как Россия пережила шок с поставками зарубежных продукции промышленности, немецкой, Евросоюза в целом, в частности, в оборудовании нефтедобычи,
электронной промышленности и так далее, и также с сбоем поставки из очень сильно интегрированной промышленности Украины, связанной с ВПК России. То есть мы это пережили, и в принципе для Китая этот опыт тоже является таким ключевым, что он тоже сможет пережить такой разрыв, который в принципе сопоставим с разрывом России и Украины. А гораздо более опасным, хотя что может быть опаснее, чем остановка промышленности, последствием для Китая в случае начала операции в Тайване это нефтяное эмбарго. Тоже очень много об этом говорили, что США воспринимают Китай по аналогии с войной с Японией в рамках Второй мировой войны. То есть также война с Японией началась в отношении Японии, было принято нефтяное эмбарго. И уже только после этого, спустя несколько месяцев, реальная война. То есть в отношении Китая, скорее всего, будет применено энергетическое эмбарго. И это очень такая опасная для Китая ситуация, потому что большая часть нефти поставляется в Китай, конечно, морем. Да? И по сухопутным маршрутам поставляется нефть только из России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. То есть вот эти поставки не прервутся, хотя насчет Средней Азии тоже не очевидно. Ну и по большому счету самые надежные поставки, они касаются только поставок из России. Они относятся к поставкам из России. И этот нефтяной эмбарго приведет к нефтяному шоку. Здесь очень сильно перекликается с этим возможным нефтяным эмбарго решение китайского правительства о удвоении количества стратегического запаса нефти. Раньше у Китая был стандартный запас на 90 дней. Сейчас, после 2020 года, запас увеличен до 180 дней. Китай имеет госрезервы на полном самообеспечении нефтью в течение полугода. Ну, понятно, что тайваньская операция, она будет длиться дольше, эмбарго нефтяное будет длиться дольше. Но вот этот шок, связанный с нефтяным эмбарго, попыткой блокировать доставку нефти в Китай, китайское правительство предусмотрело. Но 180 дней, опять же, это очень такая кризисная величина. Есть еще коммерческие запасы нефти, конечно, они тоже достаточно значительные. Я думаю, что сопоставимо с государственными. То есть в целом примерно год Китай сможет спокойно потреблять столько нефти, сколько потреблял даже в шоковом сценарии. Здесь, после этой нефтяной эмбарго, конечно же, очевидно, что оно будет в основном морским, это эмбарго. И все, что проходит через Южно-Китайское море, Малакский пролив, практически полностью будет блокироваться. И вся прибрежная полоса Китая, реципиенты зарубежного импорта, кстати, в том числе и экспорта из Соединенных Штатов, будут заблокированы и не получат доступа к энергоресурсам. Крайне, еще раз повторюсь, возрастает роль России. Поставки нефти будут, возможно, удвоены. На Россию приходится значительная доля. Это, как правило, либо первое место по объему поставок, либо второе. Очень сильно пострадают поставки с Саудовской Аравии, с Ближнего Востока и так далее. И в связи с этим крайне возрастает роль еще не только поставок России по ВСТО, но и поставок танкерной нефти из России в Китай. Такие поставки есть, они идут через порты Балтики, из портов Черного моря. И, конечно, в связи с этим очень в новом свете предстает блокада Суэцкого канала, которая в основном касается поставок энергоносителей, в первую очередь поставок энергоносителей танкерным способом, в том числе из России. Как бы нам разные эксперты не говорили, такие поставки есть, они идут в Китай. И возрастает роль Североморского пути и возможности поставок из России или из Европы, не из Европы, в том числе и из Европы, или через Средиземное море, соответственно, Северное море, поставок через Северный морской путь в Китай. То есть в связи с этим связана и появляется большая активность стран НАТО, их союзников Соединенных Штатов в Арктике. Потому что это вопрос о блокаде альтернативных поставок нефти в Китай. Потому что если Китай начнет недополучать нефть, то есть практически его сопротивление будет свернуто в течение короткого срока.
И здесь роль России, она становится стопроцентно ключевой. В том числе, даже если идет поставки из Саудовской Аравии, нефти и так далее, то есть на союзников Соединенных Штатов, с которыми есть тесные отношения, рычаги влияния, Соединенные Штаты могут повлиять, во всяком случае, в открытом способом. Тогда роль России, танкерного флота, поставки под российским флагом, они станут наиболее безопасными. В этом и есть ключевая роль России. И, конечно, трудно сказать о том, что назвать Россию каким-то вассалом или зависимым от Китая державой, если на нас возлагается такая значительная роль. Ну и опять же повторюсь, события в Суэцком канале, блокировка, соответственно, Суэцкого канала, она показывает, насколько хрупки поставки танкерной нефти и вообще товаров из Китая в Европу в случае блокировки этого канала. И насколько возрастает роль поставок через континентальную Россию, через РЖД и грузопотока в Европу, и насколько она возрастет в случае блокады Китая. Она возрастет многократно. К сожалению, Россия, Казахстан, страны Средней Азии логистически не совсем готовы к такому сценарию. То есть будет стопроцентная загрузка и даже 200% загрузка. И, конечно, это очень недостаточные объемы для экспорта Китая. В новом свете предстает то, что происходит в Бирме. Дело в том, что в Бирме проходят нефти и газопроводы. Этому будет посвящен отдельный ролик, что происходит в Бирме, какова ситуация, тоже с этим связано. Так вот, в новом свете предстает событие в Бирме. В случае угрозы блокировки по тем или иным политическим причинам в Бирме китайских нефти и газопроводов, появление там войск ООН, а на самом деле это американских войск и их союзников, поставки нефти в Китай по нефтепроводам через Бирму будут заблокированы. То есть это еще один элемент нефтяной блокады и по большому счету подготовки, репетиции к такой тотальной нефтяной блокаде Китая со всех сторон, чтобы не проводить никакой военной операции, а заставить Китай просто сдаться под давлением экономических обстоятельств. И очевидно, что вот это последствие, оно делает из России не просто стратегического партнера Китайской Народной Республики, а вообще страну, от которой зависит будущее и геополитика, и ее успехи Китая, и воссоединение, и внутренняя политика Китая. Таким образом, у России появляется новое место с точки зрения Китая, возможностью влиять на Китай и на его рынок. И следствием вот этого влияния на Китай станет также и вытеснение из китайского рынка западных игроков. В первую очередь, конечно же, а где мы можем вытеснить? По сельскому хозяйству. Очевидно, что сейчас рост сельского хозяйственного экспорта в Китай связан не только с ростом потребления, но и с вытеснением, например, Австралии из этих, соответственно, с этого рынка. Здесь произойдет вытеснение не только Австралии, но и Австралии, сельскохозяйственного экспорта Австралии, Канады и Соединенных Штатов как минимум. То есть в перспективе 3-5 лет Россия, если сможет столько поставить сельхозпродукции, сможет каждый год наращивать экспорт сельхозпродукции, удваивать, а может быть утраивать. Что произойдет в России? Конечно же, определенный рост цен на сельхозпродукцию, на рыбу, на мясо и так далее. Мы уже видим, что по итогам короткого периода последнего экспорт говядины увеличился в 2 раза из России, и все это увеличение пришлось на Китай. Здесь произойдет та же самая ситуация, но в данном случае Россия сможет играть роль хаба реэкспорта, то есть можно будет уже закупать продовольствие из других, скажем, таких санкционных стран и реэкспортировать в Китай. То есть это уже другой вопрос, но тем не менее товарооборот России в течение 5-6 лет может увеличиться на 50-100% в случае такой блокады Китая. Конечно, жизнь носит свои коррективы, все развивается нелинейно, но в целом вот тренд на такое замещение России западных аналогов, он будет очевиден. И, конечно же, вот те пробки, которые сейчас на угле, значит, лесные пробки и так далее, которые сейчас на железнодорожных переходах в Маньчжурии, да, случились, да, они, конечно, демонстрируют позицию определенных сил по возможности такого, соответственно, взаимодействия. То есть здесь то же самое, показательная блокировка
Но если, соответственно, внутри политическая оппозиция будет подавлена, таких блокировок быть уже просто не будет. И вот то, что сейчас блокируется лесной экспорт, угольный, Суэцкий канал и так далее, разговоры прямые о войне, это все говорит о очень большой радикализации обстановки. И то, что ситуация развивается стремительно. Тем не менее, опыт Крымской операции показывает, что санкции не вечны, давление не вечно, и тяжелый период нескольких первых лет, он преодолевается, ситуация в дальнейшем нормализуется. То есть в целом в Китае это все прекрасно понимают и уже понимают то, что возврат Тайваня осуществим и осуществим без потери государственности, сохранения, усиления и консолидация позиции правящей военно-политической группы. Ну, а то, что принесет, соответственно, возвращение Тайваня, сложно переоценить. По сути дела, Китай поставит под свой контроль серьезную брешь, во-первых, внесет между Японией и Юго-Восточной Азией и фактически начнет косвенно влиять уже на политическую ситуацию в Японии, Южной Корее и во всем китайском мире, диаспоры китайской в Юго-Восточной Азии. То есть, по большому счету, присоединение Тайваня – это первый, самый важный и, на самом деле, возможно, один из двух шагов и основной шаг в установлении контроля Китая над Восточной Азией. А как следствие ухода США с позиции гегемона мирового. То есть, когда за Китаем закрепится Тайвань, говорить о том, что уже можно на Китай воздействовать с позиции силы, уже будет невозможно. Уже будет абсолютно другая геополитическая конструкция, которая предполагает, что с Китаем можно только договариваться. И это уже будет совершенно другой мир, несколько акторов, и, конечно, на Западе это понимают, в то же время осознавая, что не могут напрямую вступить в противостояние в открытое с Китайской Народной Республикой. Здесь мы перечислили определенные факторы, касающиеся ограничения поставок полупроводников, чипов в Китай, возможные последствия нефтяного эмбарго, рост возможный сельхозэкспорта, а возможно не только сельхозэкспорта, всего, чего сможет экспортировать и где может Россия заместить Запад. Ну и, конечно, есть и негативные последствия, и очень важная такая ремарка, почему открытую официальные власти ни России, ни Китая не говорят о создании военного союза. Негативное последствие – это то, что если Россия начнет активно помогать Китаю в операции на Тайване, информационно, моральную поддержку оказывая и так далее, также энергетически и тому подобное, то очевидно, что Запад захочет обвинить Россию и Китай в создании военного блока, некого военного альянса, который хочет всему миру диктовать условия, то есть создать из России и Китая такой агрессивный альянс, образ агрессивного альянса, и что поможет, соответственно, различным силам в Европе, в Соединенных Штатах, в других странах, Великобритании обосновать свои агрессивные военные доктрины. Мы уже видим на примере Великобритании, что крайне становится такая кровожадная внешняя политика, достаточно экспансионистская, она так постулируется, так манифестируется. И именно с этим связано внешнее заявление Лаврова, Ван И и других высокопоставленных лиц о том, что мы с Китаем не создаем альянс. То есть, если мы сейчас это назовем военно-политическим альянсом, соответственно, во всем мире начнутся разговоры о создании оси зла. Ну, никакой оси зла нету, потому что все понимают, что речь идет о возвращении исконных территорий, о установлении контроля и защите собственного суверенитета, и в том числе внутренней безопасности и политической, социальной, экономической, как следствие, стабильности. Но, тем не менее, Запад не избежит соблазна обвинить нас в создании такого союза, и это крайне негативно может отразиться на отношениях России, в том числе с Германией, потому что мы уже видим, что заявление официальное руководства Министерства обороны ФРГ говорит о том, что
военный бюджет стоит увеличивать, чтобы противодействовать России и Китаю. То есть ранее об этом речи не велось, а теперь в связи с появлением такого союза, разговоры о союзе, такие действия могут последовать. Это может иметь неприятные последствия в качестве, например, консолидации сил НАТО и увеличения давления на Россию. Вот это очень негативное последствие, которое мы хотим избежать, в частности, если мы в том числе выстраиваем отношения с Индией. У Индии значительная часть ВПК, 70%, де-факто создана Советским Союзом России, ориентирована на Россию. И, конечно, если мы видим острое соперничество между Пекином и Нью-Дели, конечно, создание такого союза не поможет нам продвигать свою повестку в Индии и в некоторых странах, которые имеют определенный нейтралитет. Если коротко, то ситуация такова. И, конечно, для простых россиян очевидно, что коллапс экономики внешний, который может быть, или который последует, или будет одновременно происходить с тайваньской операцией, он, конечно, неминуемо повлияет на нефтяной рынок. Нефтяной рынок, очевидно, очень сильно будет скорректирован из-за того, что на Китай приходится порядка 13-15% закупки потребления всей нефти в мире, больше только у США, порядка 20%. Ну, разумеется, нефтяное эмбарго, оно повлияет на цену на нефть. То есть, очевидно, что цена на нефть после нефтяного эмбарго, исчезновения такого крупного потребителя, она может быть скорректирована, она может понизиться. Но, с другой стороны, для России, в целом для бюджетных поступлений, это будет скомпенсировано, во-первых, увеличением, собственно, объема поставок, ну, а во-вторых, очевидно, увеличением другой продукции на экспорт, на китайский рынок. И если коротко, то, конечно же, это основные последствия такого союза. Возможно, еще отметить также то, что, может быть, роль России в целом, конечно, возрастет, потому что Россия, которая смогла выстроить правильную свою политику в отношении Китая, не потеряла в связи с этим Индию, приобрела в свои активы и Иран, и, соответственно, Мьянму. Конечно, это уже совсем другая Россия, которая, соответственно, уже ни в какое сравнение не идет с Россией 90-х годов. Говорить о каком-то упадке совершенно нельзя. Ну и, конечно, такой геополитический вес, он приведет к восстановлению влияния России в том или ином виде, в прямом или в косвенном, на страны всего постсоветского мира. В первую очередь в Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе. Спасибо большое. Что вы думаете по поводу тайваньской операции? Будет ли она? Каким последствиям она приведет? Пишите комментарии. Не забывайте подписываться, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки. Всего доброго.